Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки-следочки, подсолнушки. Мысок у меня будет связан тунисским крючком, тунисским вязанием. Номер 2,5 крючок, сразу скажу. Остальное, весь следок, полотно, подошву я буду вязать спицами номер 3. Верх обвязку я буду делать спицами номер 2,5. На размер они у меня 38-40. В процессе вязания я все отвязанные детали буду измерять в сантиметрах, чтобы вам было проще ориентироваться. Такой вот следок. Отличный цвет на ноге. Моя любимая модель. Значит, пряжа у меня, смотрите, два цвета. Желтый и светло-желтый. Здесь в 100 граммах 250 метров, это турецкий акрил. Также мне понадобится немножко коричневого и вот такой вот бежевый цвет. Мысок, основной цвет белый и 2 тона зеленого. Зеленый и светло-зеленый, где-то он у меня затерялся. Значит, у меня разная пряжа здесь. Акрил одинаковый, но одна 240 метров, другие мотки по 250 метров. Значит, сейчас схему выведу на экран. Также можно схему остановить, видео, сделать скриншот, и она будет на канале в сообществе. Раньше это называлось сообщество, сейчас после обновлений написано записи. В общем, в шапке профиля последний раз я видела, что под названием записи. Я туда размещаю фотографии и схемы. Ну, вот так вот. Перехожу к вязанию. Всем приятных просмотров. Вязание я начну с мыска тунисским крючком, как я уже говорила, номер 2,5. У меня крючок был 25 сантиметров. Это для тех, кто спрашивал. Я для удобства его обрезала. Вот он уже такой старенький у меня. И вот такой наконечник приделала. Ну вот сантиметров сколько он здесь. 15-17 я его ставила. Удобно. Значит, смотрите. Сейчас я вам расскажу, как я это вяжу. Я мысок провяжу. Сделаю полностью расширение. Мысок высоту, я сразу скажу, 29 рядов. 29 рядов я все провязывать не буду, это очень тяжело. Поэтому я сейчас попытаюсь рассказать, как это вяжется. Значит, начну вязать с 13 петель. Буду расширять. После того, как закончила расширение, продолжаю вязать полностью по схеме. Смотрим схему и по одной петельке точно так же вывязываем. Об этом по порядку. Значит, что мне нужно сейчас для вязания? Смотрите, белый цвет я сразу разъединила на 2 моточка, потому что у нас вот здесь разъединяется узор, и белый вот только по краям остается. Остальные цвета вяжется несложно. Я вот за час связала мысок. Остальные цвета я нитки нарезаю. Опять был вопрос, по сколько метров вы нарезаете нитки. Ну, я уже, наверное, привыкла и нарезаю на глаз, ну, не более 2 метров, чтобы они не запутывались. В конце каждого ряда я просто эту нитку вытаскиваю, потому что клубочки тяжело. Ну, если нитка закончилась, подвязываю новую. Если нитка осталась, я ее на следующий следок тогда применяю. Вот так вот. Значит, вот светло-зеленый и темно-зеленый. Желтый, светло-желтый, белый. Далее коричневый и бежевый. Коричневый можно было немножечко посветлее подобрать, но с цветами напряженка в последнее время, поэтому подобрать то, что хочется, очень тяжело. Так, вот, теперь, сейчас, значит, мы переходим к вязанию, наберем петли, сразу перейду к схеме, по схеме немножко пройдусь. Опустила камеру, чтобы можно было сделать скриншот вот крупным планом. Смотрите, сразу вот здесь вот. Я схема 27, 26 петель, по-моему, схема. Не буду сейчас пересчитывать, четное количество я помню. Я расширю до 27. Вот у меня средняя петля. Так как здесь очень широкое расстояние, я узор здесь буду уменьшать. Вот я начала с 13 петель и буду добавлять по одной петельке, срезать вот эти вот листья. Ну, это нужно смотреть видео. Кто может вязать по схеме, можете сразу вязать по схеме. А нет, значит, сначала мысок, оставайтесь вместе со мной. По одной петельке буду вот так вот добавлять, добавлять, добавлять. И вот до конца. Здесь у меня останется одна петля, и с этой стороны одна петля. Вот эту вот петлю, желтая вот одна, она лишняя. Я ее провязывать не буду, потому что она у меня не вписалась, широко будет. 27 петель достаточно. Так, я замолкаю. Схему можете забирать, а я перехожу к вязанию.
белый цвет, набираю 13 петель и провязываю первый ряд. Воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Набрала. Теперь петля на спице, ввожу в каждое звено, вытаскиваю петельку, провязываю так первый ряд. И последняя, ввела спицу, крючок, вытащила. Далее я захватываю нить и по 2 петельки возвращаюсь в начало ряда. Можно, как вяжут еще, это кому как удобно. Последняя петля 1 раз протянули и еще раз захватывают, протягивают. Но я вяжу по-другому. Захватила, 2 петли провязала, захватила, протянула, захватила, раз протянула и второй раз протянула через первую и через вторую. Так я возвращаюсь с начала ряда. Со следующего ряда я в каждом ряду в начале и в конце ряда буду прибавлять по одной петле. Это будет у меня второй ряд, и я сразу начну вязать узор. Сейчас у меня будет 15 петель вместе с прибавкой. Среднюю петлю, одна петля будет светлым цветом. Значит, сейчас первая на спице, вторую я провязываю, далее поднимаю вот петлю и одну добавляю. Одну добавила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала. Далее одна петля светло-зеленого цвета. Провязали. И далее оставшиеся петли опять мы провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь у нас должно быть вместе с накидом 7 петель. Хвостик вот так надо опять заправить. 2, 3, 4. Пятый у нас прибавка накид. Подняла одну петлю, добавила. 6. И вот кромочная. Под 2 дужки ввожу крючок. Захватываю нить и вытягиваю петлю. Вытащила. Так, ну я первую пару рядов обратный ход покажу. Далее обратные ряды я уже провязывать на видео не буду. Опять захватываю ниточку. Опять то же самое. Возвращаюсь в начало ряда. Далее у нас идет зеленый цвет. Провязали светло-зеленый. Опять белый. Провязываем. Так, следующий ряд. Первая на спице. Вторую провязываем. Третий опять я поднимаю петлю и делаю прибавку. Между 2 петлями, вот как ее назвать, из протяжки 3. Не забываем предыдущий накид провязывать. 4, 5, 6, 7. Провязали. Теперь 3 петли, 2 петли провязываем светло-зеленым цветом. Идем по схеме. 2 петли светло-зеленым, но, как я уже говорила, я схему убавляю. И 1 петля темно-зеленым. И одну темно-зеленым провязали. Все, далее
Продолжаем все вязать белым цветом. Я еще в этом ряду белым цветом продолжу. В следующем ряду, когда уже будет у меня больше петель, я подключу с этой стороны второй клубочек с белым цветом. 1, 2, вяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4. Пятая у нас прибавка. Прибавили. И осталось 2 петли, провязываем. Шестая и кромочную опять ввела крючок под 2 дужки, вытащила. Не затягивайте сильно, но сильно свободно не бросайте. И опять возвращаюсь в начало ряда. Это у нас второй ряд. Второй ряд узора. От мыска получается 1, 2, 3. Третий ряд. Пришли к середине. Теперь каждый цвет провязываем над своим цветом. Смотрите, темно-зеленый идет. Подхватили темно-зеленую нить, провязали. Бросили. Далее у нас светло-зеленый. Провязываем 2 петли светло-зеленым. Далее белый цвет. Довязываем белым цветом все до конца. Далее. Третий ряд узора. Первые 6 петель вместе с прибавкой я провязываю белым цветом. Первая на спице я скромочно считаю. Ой, что-то у меня тут перекрутилось. Поехали. Первая на спице, вторую провязали. Третья петля я добавляю. 4, 5, 6. 6 белых. Далее. Одна светло-зеленым цветом. Далее. Одна темно-зеленым. 3 петли светло-зеленым. И одна темно-зеленым. Далее продолжаем вязать белым цветом. Подключаю новый белый цвет, вторая сторона, чтобы не было больших протяжек, поэтому вот разные нитки. Довязываем ряд до конца белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь уже у нас другое количество петель. 7. 7 белым провязали. Захватываем и возвращаемся в начало ряда. Так, это у нас третий ряд. Заканчиваем его, идем в начало ряда. Меняем вот здесь цвета, перебрасываем нити. Темно-зеленым провязали. Далее, что у нас по узору идет? Светло-зеленый. Взяли светло-зеленый цвет, провязываем светло-зеленым. 3 петли светло-зеленым провязали. Далее у нас темно-зеленый. Опять берем темный цвет, провязываем темно-зеленым. Одна опять у нас по узору идет светло-зеленым, провязали ее. И оставшиеся петли до конца довязываем белым цветом. Четвертый ряд узора. Первые 5 петель вместе с прибавкой провязываем белым цветом. Теперь смотрите, я вот так вот беру эти нитки, вытягиваю, чтобы они не запутывались. Провязала и вот ее вытащила. Все. Все ровненько убрала. Первая на спице, вторую провязала. 1 накид, добавка, 3 петли, 4, 5. Далее, что у нас по схеме? 2 петли зеленым. Я так вот расширяла, чтобы здесь белым было побольше, оставила. 2 петли светло-зеленым цветом провязали. 1 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 темно-зеленым.
одна светло-зеленым, опять одна темно-зеленым цветом, одна светло-зеленым, и 2 петли темно-зеленым в конце. Одна и вторая провязали. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом и в конце делаем одну прибавку. 1, 2, 3, четвертая, это у нас получается прибавка, прибавили 4, 5 и шестая, последняя кромочная. Ввела крючок под ведушки, захватила ниточку, вытащила, захватываю нить и возвращаюсь, протянула и возвращаюсь по узору в начало ряда. Идем. Так, это у нас был 4-й ряд, возвращаемся в начало ряда, заканчиваем. 5-й ряд узора. Здесь нам понадобится желтый и светло-желтый, 2 цвета. Значит, первые 3 петли вместе с прибавкой провязываем белым цветом. 5-й ряд. Первая на спице, вторую провязали, третью добавила. Далее 1 петля желтый, провязываем одну желтым, 2 светло-зеленым, 1, 2, 1 светло-желтым, 2 провязали, 2 темно-зеленым, 2 петли темно-зеленым цветом провязываем, 1, 2 провязали, 1 светло-зеленым, 1 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, 1 темно-зеленым, 3 петли светло-зеленым цветом, 1, 2, 3 провязали и 1 темно-зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным белым цветом и в конце ряда добавляем 1 петлю. 1, 2, 3, четвертая у нас идет добавка, добавили 1, 5 и кромочная шестая, провязали. Все. Так вот, что у нас получилось. Захватываем нить и возвращаемся в начало ряда по узору. Это у нас был 5-й ряд. Пришли в начало ряда, 6-й ряд узора. Первые 4 петли вместе с прибавкой белым цветом. Первая на спице, вторую провязали, третью прибавили. Из протяжки здесь прибавляю в этот раз. Можно накидами делать, но я вот так вот. Так, прибавила 1, 3 и четвертую провязала. 4. Далее 2 петли желтым. 1, 2 провязали. 1 светло-зеленым. 1 светло-желтым. 1 желтым. 1 светло-зеленым. 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым.
Что у нас здесь? 2 темно-зеленым. 1 и 2 провязали. Далее 3 петли светло-зеленым. 1, 2, 3. 1 темно-зеленым. Далее 1 петля светло-желтым. Так, здесь я подвязываю опять новую нитку. 1 светло-желтым провязали. Потому что там, где большие протяжки, я подвязываю новую нить, чтобы не тянуть, не делать, чтобы он был сильно толстый, уплотнений, чтобы не было. 1 светло-желтым провязали, 2 светло-зеленым. И остается вместе с добавкой 3 петли белого цвета. Провязываем. Одну добавила и 2 провязала. Сейчас добавки закончатся в следующем ряду, и уже будет намного проще. Смотришь схему и по одной вяжешь, перебрасываешь. Цветов не очень много, как по мне, поэтому вот главное оттенки подобрать удачно. Хотя я в этот раз желтыми цветами не очень довольна, но тяжело. Значит, так, что это у нас? 6-й ряд. Возвращаемся в начало ряда. 7-й ряд узора. Значит, здесь у меня будет последняя прибавка. Всего у меня будет 27 петель, как я уже говорила. Первая на спице. Вторую провязываю. Далее мне нужно прибавить 1 петлю. Прибавляю я желтым цветом. 1 желтую прибавила. Далее 2 светло-желтым. 2 желтым, 2 темно-желтым. Ну, вот, тот, который темнее, у нас желтый. 2 желтым провязали. 1 светло-желтым. Провязали. 2 желтым. 1 темно-зеленым. Ой, нет, не темно-зеленым. 2 желтым и еще 2 светло-желтым. Здесь часто меняются цвета и в схему, и в вязание. Вот, запутаться можно. Далее 1 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. Здесь можно крючком кверху подтянуть нитку, далеко осталось. Три петли темно-зеленым. Одна желтым, светло-желтым. 1 светло-зеленым. 1 желтым. Нитка далеко, поэтому подвязываю опять новый цвет, новую нить, то есть 1 петлю провязываем желтым цветом. Провязали. Далее 2 петли светло-желтым. 1, 2, 1 светло-зеленым. И 1 светло-желтым. Вот. Что у нас в конце должно быть? 3 белым вместе с добавкой. 1 поднимаем, добавили. И последние 2 петли провязываю. Так, провязали.
Это у нас 7-й ряд. Возвращаемся в начало ряда. Все. Так, вернулись в начало ряда. Все, у нас прибавки закончились. 27 петель, как я уже говорила у меня. Далее что делаем? Продолжаем вязать по схеме. Вот смотрите. Вот я остановилась, вот по одной петле прибавляла, 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 прибавляла. Теперь у меня сейчас 7-й ряд. Далее прибавок уже больше нету. 7-й, 8-й сейчас буду вязать. Вяжем по схеме. Вот смотрите, вначале 3 белым, да? Еще раз. 3 белым. Значит, провязываем. Прибавок нет, уже все спокойненько. Смотрим схему и вяжем. Первая на спице. Вторую провязали. Третью провязали. Далее что у нас идет? 2 петли желтым, темно-желтый. Это светло-желтый, это темно-желтый. 2 петли желтым, да? Провязываем. Учимся вязать по схеме, потому что 30 рядов никто не будет рассказывать попетельно. Я в реале связала за час. Сейчас 8 рядов. Смотрю на время. Тоже прошел час, но я связала только 8 рядов. Ну, видео, конечно, долго. Так, 2 желтых провязали. Далее что у нас по схеме? Одна светло-желтым. Поднимаем светлый цвет, провязываем одну. Провязали. И так идем далее. Одна темно-желтым опять. По одной провязываем. Значит, я провяжу сейчас эту всю схему до конца. Прибавки с вами все закончила. Довяжу до конца, замерю в сантиметрах. После узора я провяжу еще один ряд, но там я к вам вернусь и буду закрывать петли. На последнем ряду я к вам вернусь. Вяжем, встречаемся. Закончила вязать я мысок. Высоту у меня 29 рядов. В сантиметрах это 12 сантиметров. Ширина мыска у меня 9. Далее что делаю? Закрываю петли. После узора, как я говорила, один ряд я еще провязала. Одну петельку провязываю и протягиваю через предыдущую петлю. Одну провязала и протянула. Вот таким методом я буду закрывать. Что я еще хотела сказать и забыла. Вот смотрите, в конце ряда, если вот у нас последние петли шли, например, желтым цветом, осталась одна петля кромочная, то я эту кромочную петлю провязываю тем же цветом, каким вязала вот последние предыдущие петли. Не протягивала я уже белый цвет, потому что эта петля у нас сейчас перекроется. Будем делать обвязку. Так, закроем петли по изнанке, зачистим все, попрячем все хвостики. Смотрите, вот под петельками я прячу. Протянула ниточку вверх-вниз, вправо-влево. Подвязать можно при необходимости. Подвязала, закрепила. Теперь этот хвостик подобрать, чтобы плотно сидела петля, и через нее протянуть. Вот так вот. Здесь, например, 2 нитки остались близко друг к другу. Я их сразу просто завяжу и хвосты точно так же попрячу. Подтянули, спрятали. Все подтягивали, зачистили. Можно положить под пресс, под тяжелое что-то. Этот мысок выровняется тогда и будет как из-под утюга. Так, заканчиваю закрывать петли. Закрыла петли, нить обрезала. Мне белый цвет больше не нужен будет. Значит, далее что я буду делать? Смотрите, сейчас нитью в 2 сложения, в 2 нити, я сделаю вот такую вот обвязку. Она состоит у нас из 3 рядов. Изнаночный, закрыть изнаночный. И 4-й будет наборный. Далее 1, 2, 3,
4 ряда я еще провяжу со снятыми петлями. Можно просто платочной вязкой провязать. Я покажу, как я провязывала. Значит, сейчас начало я вот в 2 сложения провяжу вот эту вот мережку, а далее уже буду все продолжать вязать в одну нить. Саму вот эти первые ряды обвязки этой мережки я провяжу спицами номер 2,5, все остальное дальше я буду вязать спицами номер 3. Ну, чтобы вот этот вот край был плотнее. Ну, вот я так решила. Значит, теперь набираем на спицы петли. По боковым сторонам у меня будет по 29 петель и посередине 13. У меня было 29 рядов и получится 29 петель. Так, крючок ввела. Сразу двойную нить. Под 2 дужки ввожу крючок. Здесь плотный край, поэтому спицей набирать здесь трудно будет. Наберем петли и по изнанке все петли провяжем лицевыми. Ввела крючок, захватили ниточку, опа, набрали, ввели, вытащили, набрали. Набираем петли, провязываем по изнанке лицевыми. Так, по изнанке провязала по изнаночной стороне все лицевыми петлями набранные петли, перешла на лицевую сторону, далее вяжу узор мережку, первую петлю снимаю, одну петельку провяжу лицевой, эта петля в узор не входит, далее перехожу к узору, делаю один накид, одну петлю снимаю, следующую провязываю лицевой петлей и снятую петлю набрасываю на провязанную лицевую. Ой, 2 нитки немножко. Угу. Накид сделала, одну петлю снимаю, одну провязываю лицевой, снятую петлю набрасываем на провязанную, вытащили, опять одну набросила, один накид, одну снимаю, одну провязываю лицевой, снятую петлю набрасываю на провязанную. Так буду вязать до конца ряда. Накид, одну петлю сняла, не провязывая, следующая у нас лицевая, провязали, помощники пришли, снятую петлю набросили на провязанную, вяжем до конца. Набросила, сняла, провязала лицевой, снятую, набрасываем и протягиваем через нее лицевую провязанную петлю. Набросила, одну сняла, не провязывая, лицевая, и протягиваем. Все, довязываем до конца. Перешли на изнаночную сторону и по изнаночной стороне все петли провязываю лицевыми. Накид под низу подхватываю, провязала, чтобы вот так вот дырочка оставалась. Все до конца ряда вяжу лицевыми. И последнюю петлю я сразу подсоединяю контрастный цвет. 2 ряда я провяжу желтым цветом. Перешли на лицевую сторону. Что у нас вот получилось? Смотрите. Цвет немножко темноватый, не очень хорошо видно. Значит, теперь здесь зеленый цвет, одну нить можно обрезать. Далее я продолжаю вязать желтым цветом. Все петли по лицевой стороне. Сейчас первый ряд я буду вязать со снятыми петлями. 1, 2, 3, 4, 6 рядов. Полных 3 ряда получается. Так, все петли сейчас провязываю желтым цветом лицевыми. После мережки лицевая сторона вяжу лицевыми.
Вяжем так до конца ряда желтым лицевыми. Довязала ряд до конца, переходим на изнаночную сторону. По изнаночной стороне первую петлю снимаю, следующую провязываю лицевой, нить за работой, одну петлю снимаю, не провязывая, одну провязали лицевой, одну снимаю, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. Одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла, провязала, сняла. Одна лицевая, одну снимаем, не провязывая. Довязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. Теперь зеленым цветом я буду делать то же самое. По лицевой стороне провяжу один ряд все лицевыми, а по изнаночной стороне со снятыми петлями. Зеленым цветом провяжу так 2 полных ряда. Значит, провязываем все петли лицевыми. И по изнанке опять со снятыми петлями, только уже в шахматном порядке. Так, здесь нитки я буду перебрасывать, чтобы их закрепить. Провязываем все лицевыми до конца. Так, довязываем лицевой ряд до конца. Переходим на изнаночную сторону. Первую снимаем. Если мы в первом ряду первую петлю я провязывала лицевой, то теперь я ее буду снимать. Меняю местами. Первую сняли, не провязывая нить за работой. Следующую петлю провязала лицевой. И так до конца ряда. Опять одну снимаем, одну провязываем лицевой. Одну снимаем, одну провязываем лицевой. Вяжем. Сняли, провязали лицевой. Одну петлю сняли, одну провязали. Что у нас здесь по лицу? Вот так вот получается. Значит, сейчас что я сделаю? Вот я один ряд провязала со снятыми желтым цветом. 2 ряда провяжу зеленым со снятыми петлями. И после этого 2 ряда у меня будет изнаночными петлями. По лицевой стороне изнаночный ряд и по изнаночной стороне изнаночный ряд. А потом я перейду к подошве. Значит, заканчиваем обвязку. Я к вам вернусь. Закончила я обвязывать мысок. Вот такой мыс у меня получился. Теперь нить я здесь обрезала. Сразу зачистила все хвостики. И подвязала ее к середине, к началу подошвы. Подошву я начну вязать на средних 11 петлях. 30 петель я взяла по боковым сторонам. И посередине у меня сейчас 11. Буду ее расширять. Значит, что у меня здесь? 2,5 сантиметра обвязка. Теперь я перешла на круговые спицы. У меня последний ряд был по изнаночной стороне, изнаночными петлями. Теперь начало я тогда буду вязать тогда изнаночными. Сейчас я провязываю вот эти вот петли все изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петля. Закрываю с петелькой с боковой спицы. Сейчас я буду закрывать 2 вместе, провяжу изнаночные. Подтянула. Перешли на изнаночную сторону. Опять провязываю все изнаночными. 1, 2, 3. Все 11 петель провяжу изнаночными. И 11 петлю закрою с петлей с боковой спицы. Так, осталась у меня последняя 11 петля. Я провяжу ее вместе с петлей с боковой спицы. 2 вместе закрою лицевой сейчас по изнанке. Перешли на лицевую сторону. Теперь я буду делать прибавки в начале и в конце ряда. Расширю мысок, пока у меня не будет 17 петель. Если размер 38, оставьте 15 петель. Опять же, ориентируйтесь по плотности. Так, давайте после первую сняла,
Сразу сделаю прибавку. Провязываю все остальные петли. Мне так непривычно вязать изнаночными петлями. Я все время платочную вязку вяжу лицевыми. Ну, в этот раз можно было лицевыми начать вязать, но ладно уж, изнаночными начала. Так, одна петля осталась, одну добавим. И последнюю соединяю, 2 вместе, провязываю изнаночной петлей. Подтянули, развернулась на изнаночную сторону, первую снимаю, оставшиеся все петли провязываю изнаночными без изменений, и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе по изнанке мы провяжем лицевой петлей. Так я буду расширять, пока я, как я уже сказала, я расширю до 17. Прибавки делаю по лицевой стороне. Закончили расширять подошву на мыске. Теперь далее следующий ряд. У меня сейчас 17 петель на спице. Первую снимаю, вяжу со снятыми петлями. Одна лицевая, одну снимаю, не провязывая. Одна лицевая, одну петлю сняли, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. Одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Предпоследняя петля у меня лицевая. И последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. Соединять теперь я буду 2 вместе. Провязывать лицевой петлей по лицевой стороне. Подтянули 2 вместе лицевой, соединила. Развернулась на изнаночную сторону. Все петли провязываю изнаночными. Последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе буду провязывать изнаночной петлей. Так, вяжу все изнаночными петлями, изнаночная сторона. И так я буду вязать всю подошву, пока не закончатся у меня петли на боковых спицах. Последняя. Соединила 2 вместе, провязала изнаночные. Развернулись на лицевую сторону. Все то же самое продолжаем. Первую снимаем. Следующая лицевая, снятую петлю в предыдущем ряду опять также мы снимаем, не провязывая. Одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Так вяжем до конца ряда и последнюю соединяю лицевой петлей. Значит, у меня 17 петель. Я в конце ряда, нога у меня широкая, не довязывая пару рядов, добавлю еще по одной петле в самом конце. Так, эту провязали, одну сняли, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Предпоследняя лицевая и кромочную соединяем с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязала лицевой петлей. Все, развернулись на изнаночную сторону, опять все провязываем изнаночными по изнаночной стороне и последнюю соединяю изнаночной петлей. Что у нас должно получиться? Вот так вот, смотрите, вот эта вот соединительная петля, она вот у нас не выпуклая, а вот из-за того, что у меня последний ряд был лицевой по лицевой стороне, она вот углубилась. Ну, в общем, так выглядит намного лучше, более такое ровное полотно. Ну, а там уже кому как нравится. Значит, сейчас заканчиваем подошву, соединяем все петли до конца. Я к вам вернусь. Закончила я вязать подошву, соединила все петли. В конце, как я уже говорила, в предпоследнем ряду я добавила еще по одной петле. У меня получилось 19 петель вот в последнем ряду. Теперь сейчас я с каждой стороны по боковым сторонам наберу петли. Мне нужно нечетное количество петель для узора. У меня будет 53 петли всего. Если размер 38, наберите 51. Так, нить я здесь обрезала. Начну набирать вот на разъем у меня останется 7 петель. Вот у нас, смотрите, средняя петля проходит у нас. Вот у нас середина. 1, 2, 3 от середины
отступила 3 петли. Наберу сейчас по мыску. Здесь у меня остается 10 петель. И здесь будет 7 петель. 17, 17 и 19. Что у нас получается? 53. Если меньше петель 51, то, соответственно, на одну петельку дальше набираете. Вот. Так, ниточку подвязываю. Ввожу крючок под крайние 2 дужки, вот, под петельку. И набираю петли. Две, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот она последняя, 10-я по мыску. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь будет 7-я. Набираем. Набираем все петли до конца. Петли подошвы я провяжу по узору. Так, провязываю петли подошвы. У меня была не закрытая петля. И также набираю с этой стороны теперь. Опять на 3-ю спицу. Набираю. Значит, наберем сейчас все петли. И по изнаночной стороне обратный ряд я вернусь, провяжу полностью все вот эти вот 3 спицы, провяжу лицевыми петлями. А потом уже по лицевой стороне со следующего ряда начну вязать узор. Пришли на лицевую сторону, провязала по изнаночной стороне все петли лицевыми. Теперь далее я буду вязать вот таким вот узором, цветная клеточка называется. До пятки довяжу и пятку тоже провяжу таким же самым узором. Значит, узор, как я уже говорила, нечетное количество петель, и он состоит 1, 2, 3 ряда получается, а потом идет повтор с самого начала. Так, желтый цвет у меня будет контрастный, можно взять белый, это как душе угодно. Первую петельку я снимаю здесь. Следующая петля, весь ряд будет вязаться и лицевой, и изнаночный контрастным цветом. Одну петлю провязала желтым лицевой, одну петлю снимаю, не провязывая нить за работой. Одна желтым, одну сняли, не провязывая. Одну петлю провязали лицевой контрастным цветом, одну снимаем, не провязывая нить за работой. Так вяжем до конца ряда. Одну провязали, одну сняли, не провязывая. Так, пришла в конец ряда. И что у меня предпоследняя петля провязанная, и кромочную я провязываю изнаночную. Переходим на изнаночную сторону. Второй ряд. Первую кромочную снимаю. Теперь желтый цвет, провязанная петля. Я ее провязываю лицевой. Нить перевела. Снятую петлю снимаю, не провязывая. Опять нить вперед завели. Желтую петлю провязанную провязываю лицевой петлей. Снятую петлю снимаю, не провязывая. Одну провязала лицевой, зеленую, снятую я снимаю. Так вяжем до конца ряда. Провязанную петлю провязываем лицевой, снятую петлю снимаем. Провязали, сняли. Провязали,
Сняли. Довязали изнаночный ряд до конца. Переходим на лицевую сторону. Теперь следующие 2 ряда провязываю зеленым цветом. Лицевой ряд и изнаночный ряд провязываю лицевыми петлями. Основной у меня зеленый. Первую снимаем. Все провязываем лицевыми. И потом у нас опять идет повтор с первого ряда. Вот и весь такой вот узор. Ну, легко, и он плотненький, плотненький получается, растягивается нормально. Так, провязываем сейчас весь ряд до конца лицевыми, и по изнаночной стороне также провязываем все лицевыми. Получается, что 2 ряда желтым цветом, 2 ряда провязываем основным зеленым. Довязываем изнаночный ряд лицевыми петлями до конца. Все, узор закончился. Повторяем, перешли на лицевую сторону. Повторяем с самого начала. Теперь опять у меня желтый цвет. Первую петлю снимаю, следующая одна лицевая желтым провязала, одну снимаю, не провязывая. Одну провязываю лицевую желтым цветом, одну снимаю, не провязывая. Точно так же, как я вязала в первом ряду. Так провяжем нужную длину нам до пятки. Значит, смотрите, я на 39 размер, даже на 39-40 это пойдет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 вот этих вот дорожек узора провязала. Ну, я могу вам даже замерить в сантиметрах. 8,5 сантиметров. Если размер 38, наверное, на один узор провяжем меньше, это то есть на 3 ряда. Но если вы вяжете меньше размер, то еще меньше. Я просто такую модель на 36-37 не вязала. Примерять надо, сколько здесь пойдет на заднюю часть. Вот, ну, на 3-4 ряда меньше. Значит, сейчас довязываем длину до пятки. Я к вам вернусь, закончим пятку и сделаем обвязку. Вяжем. Провязали нужную длину до пятки. Теперь переходим. Сейчас будем вязать задник. У меня было 53 петли. На пятку я возьму 13 петель. 13 средних петель, по 20 у меня осталось на боковых спицах. Нити перевела к середине. Значит, далее я буду продолжать вязать таким же самым узором. Так и буду его продолжать вязать. Сейчас 13 петель. Последний ряд у меня был изнаночный. Продолжаю вязать по узору 2, 4, 6, 8, 10, 13. Первую петельку я провяжу. Далее у меня начинается узор с первого ряда. Контрастным цветом вяжу по узору. Одну лицевую провязала, одну сняла, одну лицевую провязала, одну сняла. Так я вяжу до конца ряда. И последнюю петлю будем соединять с петлей с боковой спицы. Предпоследнюю провязала, последняя петля, соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провяжу лицевой петлей. Соединила, перешла на изнаночную сторону, опять по узору провязываю все эти 13 петель. Первую снимаю, вторая, третья, четвертая, пятая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петля, 2 вместе, 13 петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Все подтянуло здесь. Переходим на лицевую сторону. Далее первую снимаем. У нас следующий ряд идет основным цветом зеленым. Провязываю все лицевыми по узору. И кромочную петлю соединяю лицевой петлей, 2 вместе провяжу, а по изнанке изнаночной. Так, вот последняя петелька, 2 вместе соединила, провязала лицевой.
Все, перешли на изнаночную сторону. Опять провязываем все лицевыми петлями и последнюю петлю соединяем. Так я буду вязать, пока у меня не закончатся все петли. Соединю на боковой спице. Довяжем до самого конца, соединим все петли. Так, последняя петелька, вот она желтая. 2 вместе соединила. Все, перешли на лицевую сторону. Опять все то же самое. Меняем цвет и продолжаем вязать. Соединяем боковые петли. Довяжем до конца, встретимся. Закрыла все петли пятки. Теперь основным цветом последний ряд я закрываю петли. Значит, что еще забыла? В самом последнем ряду крайне по одной петельке я убавила, чтобы верх не был вот широким сильно. По 2 петли вместе я провязываю. Посередине еще одну петлю убавлю, 3 вместе провяжу. По 2 закрыли. Так, что у меня здесь осталось? 3 петли. Вместе их провязала тоже. Так, теперь на спице номер 2,5 на 4 спицы я по всему верху наберу сейчас основным цветом петли. Сделаем обвязку. Что я вам хотела сделать? Замерить до пятки от мыска 20, смотрите, 23 сантиметра, 22,5. Ну, почти 23. Это в спокойном состоянии. Так, спицу в последнюю петлю. Теперь набираю петли. Опять же, здесь тоже можно убавить. У меня будет всего 60 петель. Я по одной петельке здесь убавила. А вот через одну здесь пропустила одну петельку. И получилось, что я ее убавила. Ввожу крючок под 2 дужки, набираю петлю. Вот, смотрите, одну петлю я пропустила, одну желтую, чтобы верх не был растянутый. Оно незаметно получается. Значит, наберу сейчас петли по всему верху. Первый ряд я провяжу все петли изнаночными. Далее все одним цветом буду вязать однотонной. Будет у меня обвязка однотонная в этот раз. 12 рядов по кругу я провяжу лицевыми петлями. И потом это дело все примонтируем. Где мой тапок этот? Вот смотрите, первый ряд у меня все изнаночными, далее все лицевыми на 4 спицах. Что ты делаешь? Иди отсюда. Вот так кот у меня здесь вот шатает камеру. Потом к вам вернусь и закончим это дело все. Так, набираем петли, провязываем. Провязала я 12 рядов. Высоту это будет 3 сантиметра, чуть-чуть больше. Теперь выворачиваем наизнанку наш следок. Все вот это вот обвязку разравниваем. С помощью крючка я ее буду подвязывать. Я вот остановилась на белом фоне, чтобы вам было лучше видеть. Петельку со спицы снимаю. Далее подхватываю первую петлю. Не первую петлю, вот петля самого первого ряда. Наборный ряд у нас был. Подхватила и подвязала ее. Один раз протянула ниточку и второй раз протянула. Сильно туго не затягивайте, а то потом нога не пролезет.
Петлю со спицы сняла, одну петлю подхватила. Раз подвязала, протянула, и второй раз. Все, так по одной примонтируем весь этот верх к слитку. И на этом будет все. Закончили. Я вчера начала вязать пару вместе с видео, второй следок в 12 часов дня. И сейчас у нас сколько времени? 4 часа. Я закончила. Это вместе с видео и с домашними делами. Так, еще раз. Крючок сильно толстый не берите, потому что тяжело его будет просунуть под петельку. Подхватила и подвязала. У меня крючок 1,50, номер 5 написано. Все, заканчиваем привязывать наш верх. Я с вами буду прощаться на этом. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотр. Будут вопросы, пишите в комментариях. Всем пока-пока, до новых встреч.